Здесь погибли, защищая Украину, наши ребята, мои побратимы. Ночной ракетный удар унес жизни нескольких парней. У одного из них осталась дочь. Взрывы 3 зенитных ракет комплекса С-300 разорвали ночную тишину с разницей в десяток секунд. 3-я из ракет попала в недостроенное общежитие, где в подвале дежурили наши ребята. Бомбоубежища поблизости не было, и подвал нового 4-этажного кирпичного здания с железобетонным перекрытием казался нам единственным надежным укрытием. Ракета С-300 бьет вертикально на скорости 2000 метров в секунду. Блок комнат, куда попала ракета, превратился в шахту во всю высоту здания. От взрыва все конструкции, как оборвавшийся лифт, обрушились с верхнего этажа на дно подвала. Те, кто были в подвале, в месте обрушения погибли. Выжил один паренек возле двери. Плиты упали так, что его не задели. И только к вечеру, когда мы закончили разбирать обвал и достали тела погибших, мы заметили, что эти железобетонные конструкции выглядят как-то непривычно. За время бомбежек я видел множество разрушенных зданий с железобетонными перекрытиями, но я никогда не видел, чтобы фрагменты железобетонных плит висели как сопли. То, что теоретически ошибочно представлялось нам надежным укрытием, на практике оказалось лишь картонным домиком. То, что с виду по форме мнилось нам надежными железобетонными конструкциями, по сути, на поверку, оказалось песчано-проволочной подделкой под железобетон. Оказалось, что вместо стальной арматуры в плитах перекрытия использовались более дешевые тросы. Не арматура, а тросы. И цвет, и характер крошения бетона указывал на то, что марка бетона в плитах существенно занижена, видимо, за счет экономии цемента для их изготовления. Эти дешевые песочно-проволочные конструкции в этом здании в обычных условиях вполне могли бы изображать из себя железобетон и простоять 100 лет. Однако в Украину пришла война. Война, которая стала всему экзаменом. Война, которая стала испытанием на честность и надежность. Война провела экспертизу и снесла все ненастоящее. Вместе с этими рухнувшими в подвал конструкциями рухнули и все наши песочно-проволочные иллюзии. И в первую очередь рухнули наши иллюзии относительно определенной категории людей. Поэтому через год войны, через год экзаменов испытаний я поделюсь с вами тем, что мы в Украине поняли про честность и надежность тех, кого мы считали безупречными и надежными. Но чтобы проиллюстрировать проблему, мы вспомним историю геноцида против тутси в Руанде и коснемся роли в нем пропаганды. Весной 1994 года, во время гражданской войны в Руанде, начались массовые этнические чистки, осуществленные по приказу правительства Хуту. По разным оценкам, за 100 дней геноцида было убито до 1 миллиона человек. Больше всего погибших оказалось в регионах, где вещало пропагандистское радио «Тысячи холмов».
Ведущие и журналисты радио называли тутси тараканами и призывали хуту убивать тараканов. Они зачитывали в эфире имена и адреса врагов народа, которых ополченцы потом забивали насмерть мачете и палками. Также радио транслировало идеи, что для окончательной победы над тутси необходимо насиловать их женщин, поэтому в дни геноцида было изнасиловано около 250 000 женщин. Впоследствии Международный трибунал признал сотрудников радио виновными в геноциде народа тутси. Но самое главное, позже исследователи сделали открытие ужасающего влияния пропаганды радио «Тысячи холмов» на количество убийств. Выяснилась такая удивительная вещь, выяснилась технически эта вещь, что из-за холмов сигнал радио не везде проходил одинаково. Были места, куда сигналы радио не доходили, и там радио не было. Вот в тех местах геноцида не было. Или был очень маленький, и очень мало было этнических убийств и чисток. То есть просто вот эта карта существует, где работало радио. То есть прямая зависимость частоты и высоты, и объема, и размера этнических убийств от работы радио. Итак, влияние пропаганды на агрессию абсолютно прямое. Чем больше демоничной пропаганды слышат представители стороны агрессора, тем большая демоничная одержимость ими овладевает, и, соответственно, тем большее количество убийств они совершают среди представителей стороны жертвы. Соответственно, если существует влияние зла и его преступных идей на сознание масс, то справедливо можно предположить и обратное, что есть процесс влияния духовной проповеди и нравственных идеалов, и что влияние проповеди на агрессию будет таким же прямым, но полностью противоположным. Чем больше качественной проповеди слышат представители стороны агрессора, тем больше они избавляются от одержимости и иллюзий, и, соответственно, тем меньшее количество убийств они способны совершить среди представителей стороны жертвы. За убийством каждого мирного украинца, женщины, ребенка или старика находится российское оружие, бомба, мина, снаряд, которую выпускает российский военнослужащий, поскольку в голове у него великоскрепные идеи рашизма, которые ему туда внедрили при помощи пропаганды. И даже будучи за тысячи километров от фронта, каждый носитель идей скрепного величия одобряет действия путинской власти и питает своей энергией машину российской военной агрессии. 80% российских преданных поддерживают путинскую политику и войну в Украине. 99% лидеров российского ИСККОН проповедуют свьясасан великоскрепный рашизм, делая его социально одобряемым поведением. И мы видим, что путинская пропаганда неплохо справляется со своими демоническими задачами, промывает мозги и делает из людей батарейки военной машины. Но мы не видим, чтобы лидеры нашего движения проповедовали хотя бы российским преданным или хотя бы лидерам российского ИСККОН, очищая их разум и тем самым обестачивая машину российской военной агрессии. Наша проповедь проиграла российской пропаганде со счетом 108-0. Не впадать в депрессию, в панику. Что касается военных действий, это также относится к нашему долгу воинскому, законам государства. Это не просто какая-то вещь, навязанная мне провидением, несправедливая, а это то, что я должен сделать в моей судьбе, мой долг. Это. Поэтому здесь, друзья мои, я думаю, каждый должен сам разобраться в своей ситуации и принять ответственность и долг, решение. Нет, не только это. Есть еще законы государства. Надо это помнить. Вопрос, он поставлен не очень корректно. Не все я решаю. Естественно, я имею в виду в рамках закона. Да, в рамках не все я решаю, понимаете, И иногда просто должен, я не спрашиваю, идти мне или не идти куда-то. Я должен это сделать, потому что закон таков, время такое, обстоятельства такие. Я должен выполнить свой долг. Согласно этому закону современному, который существует, обстоятельствам. Поэтому тут какой вопрос может быть? Если вы меня спрашивали, пойдешь ты туда или не пойдешь, тогда вопрос был бы уместный. Идти мне или не идти, если я это решаю. Но я могу это уже не решать.
То есть я просто подчиняюсь воле провидения, принимаю это как волю Кришны. Идти или не идти? Вот в чем вопрос. У нас есть также определенный долг перед страной, в которой мы живем. И мы должны так или иначе действовать для ее блага. Естественно, что гражданский долг обозначает служение в интересах страны, в которой мы живем, да? Потому что страна обеспечивает нас всем необходимым для жизни, предоставляются определенные возможности, то есть в этом плане у нас есть долг перед страной, который необходимо отдавать. Про войну. Кали-югу война – это естественное состояние бытия. Ну-ка вспомните, когда не было войны на планете. Она всегда. Почему? Потому что люди, это Писание говорят, потому что люди убивают животных, а особенно коров. А корова – священное животное. Не надо винить правителей, не надо винить еще кого-то, что война идет. Если кто-то говорит, что виноват Путин или виноват там еще кто-то, этот человек в иллюзии находится. Он просто в иллюзии, и все. Что сделать? Первый вопрос, что делать? Ничего не делать. Идите и защищайте Родину. Неважно какую, в какой вы стране живете. В какой вы стране живете? В Украине? Идите защищайте Украину. В России? Идите защищайте Украину. В Грузии, Вьетнам, Китай, в Китай идите. Неважно, вы не тело, вы душа. Идите и молитесь о Боге, думайте о Боге, коли вас судьба так застала. Но это высокий уровень, наш уровень сейчас не такой, поэтому мы не можем это понять, что за война, что не за война, надо идти, не надо идти. Занимайтесь духовной практикой. Если вас призвали на войну, идите, а если вы не идете, дайте аргументы, объяснения дайте, почему вы не пойдете. Если вас будут наказывать за то, что вы не пойдете, не вините за то, что вас наказывают. Вы родились в этой стране, не просто так, вы не родились где-нибудь на Канарах. По карме мы родились здесь. И на России огромная ответственность лежит на планете. Отсюда духовность начнется. Именно с России начнется духовность, в пророчестве пишется. Это духовная страна. И она, этот волдырь, просто взрывает мировой. Как инструмент, ей приходится это делать. 365 бесконечно долгих дней и ночей мы наблюдаем, как путинская пропаганда, словно кислота, разъедает мозги российских преданных, которые отправляют в Украину своих учеников, мужей, сыновей и братьев, которые собирают деньги на военную экипировку и молятся за победу российского оружия. 365 бесконечно долгих дней и ночей нам и нашим семьям на голову сыпятся российские ракеты и снаряды. И в это время мы слышим от российских кришнаитов о величии России и золотом веке, который с нее начнется. 365 бесконечно долгих дней и ночей мы хороним близких и просим вас повлиять на рашистскую риторику в российском обществе сознания Кришны. Нас в Украине поддержали именитые звезды Голливуда. Нас поддержали представители мирового шоу-бизнеса. Нас поддержали мировые политики, руководство мировых государств и корпораций. Нас поддержали знаменитые ученые и атеисты. Нас поддержали именитые спортсмены, деятели искусства и меценаты. Значит так, даже фашист. Да. Так это и есть фашизм. Уничтожение одной нации другой по признаку культурной, национальной принадлежности. Это как не фашизм? Нас публично поддержали все, кроме вас. Обычно люди считают, что отказаться от насилия значит не покушаться на жизнь других и не наносить им телесных повреждений. Но в действительности отказаться от насилия значит не обрекать других на страдания. Большинство людей живет во тьме неведения, в плену материальных представлений о жизни и потому непрерывно испытывает материальные страдания. Поэтому тот, кто не помогает людям обрести духовное знание, совершает над ними насилие. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы просветить людей, дав им истинное знание и помочь им освободиться из материального плена. Вот что такое ненасилие. За эти бесконечно долгие 365 дней и ночей мы похоронили 15 украинских преданных. 365 бесконечных дней и ночей нас убивает машина российской военной агрессии. А вы молча наблюдаете, как ваши российские последователи питают ее своей энергией. 365 бесконечных дней и ночей мы слышим от вас ваши невнятные бормотания, где вы называете эту войну конфликтом,
и выражаете свою обеспокоенность. 365 бесконечных дней и ночей ваши российские ученики прямо и косвенно участвуют в попытке нас уничтожить, а вы рассказываете нам, что вайшнавы не делят людей на друзей и врагов и сострадают всем душам, независимо от того, в какой стране они находятся. 365 бесконечных дней и ночей ваши российские ученики и последователи прямо и косвенно участвуют в попытке стереть с лица земли наши города, а вы вещаете нам, что обвинять кого-то в конфликтах материального мира не наше дело. 365 бесконечных дней и ночей ваши российские ученики и последователи прямо и косвенно участвуют в геноциде украинского народа, а вы рассказываете нам, что обязанность духовного учителя состоит не в том, чтобы обсуждать мировую политику. 365 бесконечно долгих дней и ночей ядовитые слова преданных рашистов ранили наши сердца, но еще сильнее наше сердце ранило ваше молчание. И вы добились своей цели. В самый трагический момент испытания вы доказали нам свою слабость и ненадежность. Вы спрятались в домике религиозного эскапизма и бросили нас лицом к лицу с ужасным чудовищем войны. Нет, дорогие наши духовные папы, мы не забудем все ваши заслуги и все, что вы сделали для нас в нашем детстве. Как любой зрелый сын, мы будем помнить о родительской заботе с благодарностью. Но в ходе испытаний и взросления наши детские иллюзии развеялись, и вскрылась ограниченная годность песочно-проволочных конструкций, выдававших себя за железобетон. Нам больше не надо возвышенных теорий, не обеспеченных запасом прожитой практики. Нас больше не купить конфетами, подарками и фестивалями. Дорогие папы, мы хорошо выучили преподанный вами урок. Пережив смертельную опасность, мы уже никогда не захотим в своей жизни опереться на что-либо ненадежное. И пережив всю эту боль, мы уже никогда не захотим, подобно вам, своей ненадежностью подвести близких в трудную минуту. Настало время не тепличных теорий, а реальной духовности. Thank you.